Сейчас я вам расскажу о самом сильном, самом мощном, самом, знаете, значимом государстве Европы. Вы думали Франция, да Германия, может Италия? Да нет. Украина. Но начнем мы не с этого. Начнем мы с того, что в эфирах все чаще я слышу логические измышления людей, которым не стоит бывать в эфирах. Слушайте. В нашому парламенті у нас є ОПО-блок, є там «Відродження» і інші, які голосують проти нашого журналіста, якого незаконно утримують Російська Федерація. А вы помните, чтобы в Верховной Раде выносилось на голосование, ну что, кто за украинского журналиста, задержанного в России, а кто против? Я лично не припоминаю, что он имеет в виду. Да кто его знает, что он имеет в виду, разбираться неохота, знаете. Более того, некоторые негодяи, вы представляете, считают, что гражданской войны в Украине нет. Вот я считаю, что есть. Сделай мне что-то. Які не вважають, що відбувається збройна агресія проти України, а начебто громадянська війна. Тобто Иногда впечатление, что комментарии дают какие-то тупые свиньи. Дело в том, что если есть народ, допустим, нигерийский, и вот одна часть народа прозимбабвийская, а вторая часть народа, я не знаю, проконголезийская, то и они начинают друг с другом воевать, к примеру, то это все равно гражданская война. Как ты ни крути. Ну а теперь эксперт прямым текстом, это сейчас стало модным, опять-таки рассказывает, что Савченко агент Кремля. То, що ми самі створили себе такого куміра, да, всі боліли, щоб її витягнути з полону, з заручників, але от бачите, як вийшло. Ну, з іншого боку. О, видите, как вышло, о, как вышло. Кто бы мог подумать, что так выйдет. Ну, а следующий это Тарас Черновол. Тарас Черновол это полуофициальный юродивый украинского околополитического бомонда. И Черновол, я уже рассказывал, когда-то он прекрасно лизал задницу Виктору Федоровичу, он был в партии регионов. Сейчас это эксперт по всем вопросам. Ну, Савченко є, Савченко, все, вони знають єдине прізвище з усієї України. Ще десь чую прізвище Порошенка, може ще там чую Януковича, все, більше нікого не чую. Это он про европейцев, мол, они слышали Савченко, там, Порошенко, Савченко, больше ничего не слышали. Интересно, благодаря кому это они так осведомлены о том, кто такая Савченко? Ну, Тараса Черновола они точно не слышали. Вона до них звертається, вона до них ходить, вона їм представляє ті позиції, їй це фінансують. Опа, вот здесь поподробнее. Ей это финансируют. Ну, понятно, из Кремля финансируют. На тайные счета переправляют. Медведчук при встрече конверты, наверное, раздает. Тарас видел? Мені здається, тут же можна говорити відверто про агентурний момент роботи. Агентурный момент работы. То есть все уже, раскрыт шпиона. Хватайте ее, хватайте быстро. А вообще представьте, да, Савченко хватают за шпионаж и садят уже в украинскую тюрьму. Она опять объявляет голодовку. И уже россияне показывают, смотрите, Савченко 80 дней голодает. Не сказали, що це провокаторка, і ми відрікаємося від неї. Вона не виключена своїй політичній фракції так само. Это ее фракция должна была от нее отречься в лучших традициях 30-х годов, знаете, прошлого века. Отрекаемся от тебя. Я хочу проблему. Тобто ми маємо диверсанта, засланого туди. Її політична сила не зробила жодних кроків для того, щоб почати її відкликання звідти. Ну все уже, жги, не жалей, диверсант уже засланный. Почему не арестовывают? Не понимаю. Пора уже. Пора. Вот будет веселуха. Следующий. Народный депутат Рыбчинский. Это сын. Он даже пишет. Не просто Рыбчинский, а отчество папы обязательно везде пишет. Ну, чтобы понимали, что это тот самый. Двое детей его имеют гражданство. Американское. Рыбчинский продолжает оставаться народным депутатом. И любит рассуждать. Теперь у них новая тема. Это кто такие ПАСЕ. Небесна Сотня полягла не дарма. І що на сьогоднішній день те, що відбувається в Європі, той демарш, який відбувається, це говорить тільки про те, що ми робили все правильно, як не дивно. Причем тут Небесная Сотня к демаршу, который происходит в Европе, это он имеет в виду ситуацию в ПАСЕ, я не знаю. Дальше он рассказывает, что вообще все, что происходит в Европе, это надо смотреть через это, короче, через зеркало Майдана на это. І ми можемо тепер в дзеркалі того, що у нас відбулося, в дзеркалі Майдана, тепер всі події, які відбуваються в Європі, вони абсолютно не кривдливо, абсолютно правдиво. Ну а дальше, собственно, народный депутат Украины начинает рассказывать то, с чего я начал. В общем, они такие вершители судеб, такие серьезные политики, что они начинают обвинять уже ПАСЕ в том, что, ну, ПАСЕ купил Путин.
Ми вже бачимо. Це абсолютно для мене ясно, що це є корупція. І треба називати речі своїми іменами. Це справжня корупція. Грошей у Росії багато. Украинский парламентарий обвиняет руководство парламентской ассамблеи Совета Европы. Это руководство купила Россия за деньги. Це нафтові гроші, які йдуть потім на офшорні рахунки керівників, потім ці рахунки ЦРУ вскриває, ФБР, М6 і так далі. Потім вони сідають у в'язницю, за грати. О ком он говорит вообще? ФБР, ЦРУ, Ми-6 раскрывает какие-то тайные счета, кто-то садится за решетку. О чем он? Может, у него какая-то отдельная информация? Наверное, Ми-6 ему лично на почту сбрасывают какие-то там свои дела, о которых другим неизвестно. І я можу сказати, що голова ПАРЕ сьогодні зробив перший крок до в'язниці. Вау, все, человек, которого в Европе не отличают от кусочка дерьма, потому что просто не знают, уже сделал свое веское заявление о том, что руководитель ПАРЕ сделал свой первый шаг к тюрьме. Бойся! Я взагалі дивуюся, дивіться, скільки було терактів в Європі, і по великому рахунку вони мали дослідити це і вже довести те, що Росія причетна до цього, і взагалі виключити її з ПАРЕ. Спецслужбы европейские должны были уже давным-давно доказать, что это Россия устроила все эти теракты в Европе. Я не могу понять, почему вот этот мордатый сидит и не едет, не помогает той же Ми-6 в расследовании этих терактов, если ему уже все очевидно. Это парламентаризм украинский, беспощадный и очень суровый. Руководителя ПАСЕ в тюрьму. Оці от європейські чиновники, які раптом чомусь сильно люблять Україну, це можна говорити взагалі про європейську корупцію? Ну, это он оговорился, поняли, да, типа чиновники, которые любят Украину. Можно ли говорить про коррупцию? Да нет, это можно говорить просто про любовь. А когда они любят какое-то другое государство, тут уже, понятное дело, коррупция. Ви це назвали. Ну, я считаю, это какие-то, наверное, есть бизнес-интересы. Ну, к тому же мы все прекрасно понимаем, как делается политика в наше время. О, еще один народный депутат, который прекрасно понимает, как делается политика в наше время. А вот европейские политики во многом не понимают, как делается политика. Я думаю, что ему надо поехать и провести семинары о том, как делается политика. Потому что он так с бывалым таким лицом рассказывает про то, что кому-то кто-то... Не только в нашей стране, а во всем мире. У кого-то есть, кто-то является лоббистом крупного бизнеса, крупнейших корпораций, у которых находится в России бизнес, в Европе, там еще где-то в Турции. Ну, короче, руководство ПАСЕ куплено таки, правильно же? И, естественно, это очень большие деньги, перед которыми, как мы видим, не могут устоять определенные политики. Давай уже, бей, не жалей руководство ПАСЕ, представитель самого мощного государства, которое всю Европу скоро нагнет. И те политики, которые пытаются сейчас как-то наладить, вообще мировая общественность, которые пытаются наладить отношения с Путиным, это такие же самые военные преступники, как и сам Путин и его окружение. Вот так вот, все они военные преступники. Кстати, в свое время премьер вот это вот же ляпнул, а потом на интервью с Климкиным журналист западный его раскатал. О, я уверен, журналист, который раскатал Климкина, он же тоже был проплачен Кремлем, правда? Все проплачены Кремлем. Представительниця України в ПАСЕ Геращенко. Що президент парламентської асамблеї, для нього не пройшли дарма ці часті поїздки до Москви, і він не приховує проросійської риторики. Тоже практически открытым текстом. Вот мне интересно, за кого эти ребята себя начали принимать? Они ведь, у них есть место, но они от места от своего 2 метра уже отошли, что начали там рассказывать? Ребята, вас же сейчас опять в угол поставят. В угол поставят, еще вот так вот по попке дадут, типа давай быренько в угол. Но тут она рассказывает, что мы спасем ПАСЕ. Спасибо вам. Натомість наша зараз задача – це не дати зруйнувати парламентську асамблею Ради Європи, не дати зруйнувати її принципи. Я надеюсь, донос уже настрочили. На кого же настрочить вот на начальника ПАСЕ? Куда настрочить? В СБУ вроде бы как не їх компетенція. Нашли. Але також ми звернулися вже до керівництва ЄПП, це Європейська народна партія, група, яка висунула Грамонта на цю посаду, з проханням дати оцінку його політичної позиції, тому що вона не співпадає. Ну и опять рассказывают, что ПАСЕ мы все-таки спасем. Мы не дадим разрушить ПАСЕ. Нет. Захищати принципи цієї організації, не дати їх зруйнувати ані Аграмонту, який полюбив, знаєте, Держдуму і її принципи. Опять спросим мнение у дерганой невменяшки Тараса Черновола, который опять расскажет, что всех купили в ПАСЕ. Все куплены. Кто нет с нами, тех купили. Це
заява людини, яка взяла якісь зобов'язання, їх не може виконати. Мені здається, що тут є дуже прямий натяк на певні корупційні моменти. Про це згадувала, до речі, Ірина Геращенко. О, еще один эксперт, Бачок Арчелава, сейчас расскажет, что испанские политики, они вообще какие-то. Глава ПАСЕ, он, да, правда, был в Москве, и он испанский политик. Испанские политики вообще это специфические политики все. Ну, хорошо, что грузинские политики совсем другие. Все. И, кстати, этот блог обязательно будет переведен на испанский язык. Я хочу, чтобы там увидели, знаете. Ему в Москве долго вкладывали в уши. И он, в принципе, вот решил пойти вот по стопам вот этих политиков. Недавние визиты. Да. Да, вложили в уши, вложили эту всю программу, у него своего мнения быть не может, опять-таки нефтедоллары. Уже, насколько я знаю, украинская делегация поставила этот вопрос перед руководством ЕМП определить, что имел в виду этот человек, говоря об этих вещах. Я думаю, что, по крайней мере, больше он к этой риторике возвращаться не будет в ближайшее время, потому что руководством ЕНП ему будет объяснено. Да, мы уже правильно пожаловались. Да. Аграмонт является политиком испанским и немножко такой, как бы сказать, левой направленности, да? Да, мы уже поняли. Испанские политики, они все какие-то, это самое. В следующий раз, когда у Испании в очередной раз что-то будете выпрашивать, упомяните это тоже. У него бывают моменты, когда он может там высказать какое-то мнение. Еще раз говорю, мнение Аграмонта не является аксиомой для ПАСЕ. Да, его мнение вообще ничего не значит, это понятно. Дальше. Борислав Береза. О, сильнейший политик от Украины. Полетел в ПАСЕ и сейчас со всеми разберется. Вот уже ведущая рассказывает. Педро Аграмонт избегает встречи с украинской делегацией. Да, явно боится, что Борислав Береза как прихватит его, знаете, как занесет свой кулачелу прям. Це дуже важко, він дуже швидко бігає зараз і не дуже радіє спілкуванню з українськими делегатами. Да понятно, что боится Березу, Грозного. Жука навозного. Я думаю, что Столярова посоветовала давать такие комментарии, да, гражданка России Столярова, да, на тайную почту написала, как надо гонять руководство ПАСЕ, баловник. Да, действительно. Ну и самое главное, Киев, короче, недоволен. Выражаем глубокую обеспокоенность. Официальный Киев очень недоволен риторикой руководства Парламентской ассамблеи Совета Европы. Ну все, после такого заявления у всех европейских политиков испортилось настроение, вилки, ложки из рук попадали вниз, в общем. Мое мнение. Россию не надо запускать вообще в ПАСЕ. Вообще надо выгнать ее отовсюду. Из всех организаций. Это лично мое мнение. Давайте уже говорить прямо. Короче, не надо вот этих вот дипломатических всяких движений. Выгнать отовсюду. И все. И никаких вообще переговоров с ней. Вот так вот. Украину мы поставим главой ПАСЕ. Как раз таки представителя. Борислава Березу можно поставить. Подождите, вот только что вообще пришло. А давайте разгоним вообще ПАСЕ. ПАСЕ разгоним, ООН разгоним. А в Киеве будет заседать руководство как раз таки всей Европы, в лице там Порубия, к примеру, и будут летать в Киев европейские всякие политики, которые будут спрашивать, что им дальше делать, к примеру. Вот смотрите, мы же самодостаточны абсолютно. На днях Украины в Европарламенте присутствуют представители, только Украины в основном. Поэтому это показатель самодостаточности, потому что внешняя политика у нас вполне определенная. То мы просим, то вдруг мы начинаем хлопать кулаком по столу и посмотри-ка, делай вот так вот. Нет, ты или воспринимаешься в качестве просителя вечно униженного и оскорбленного, или же ты воспринимаешься сильным, который там выказывает свое недовольство. Если ко мне кто-то приходит, ломится постоянно, дай 5 копеек, дай 5 копеек, дай хоть 2 копейки. А потом начинает говорить, слышишь, ты должен там, я скажу, иди отсюда, я же тебе 5 копеек вчера дал. Ты что, забыл, что ты мне должен? Вот такая вот история. Я думаю, что множество серьезных экспертов заявят, что этот блок проплачен Кремлем, потому что любое мнение, которое идет вразрез с мнением Киева, оно же все проплачено Кремлем. Вы же знаете, да?